Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Moto Maximus. Друзья, сегодня у нас очередное видео в формате подкаста. Я в данный момент еду в своем микроавтобусе в сторону Краснодарского края. Там меня ждет определенное количество мотоциклетных покрышек. У меня за микроавтобусом прицеплен прицеп. Сегодня я забираю эти колеса и везу их в Кисловодск. Вы помните, недавно я вам говорил, что планирую заняться вновь моторезиной. Хочу, чтобы у меня всегда в наличии была хорошая, свежая моторезина по адекватным ценам. Ну и давайте я по порядку вам расскажу, как я это все вижу и как мы с вами сможем взаимодействовать в этом направлении. В общем, ни для кого из вас не секрет, кто давно уже на меня подписан, кто смотрит меня, что определенное количество времени я занимался моторезиной, именно резиной Mitas. Дело в том, что в 2012 году мне захотелось установить на мой мотоцикл, на мой Yamaha Super Tenere, захотелось установить на него более злые покрышки двойного назначения, чтобы я мог путешествовать не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. В то время предлагались только варианты, по-моему, Heidenau была резина, еще какие-то направления, но, в общем, ничего мне не понравилось. И где-то на каком-то иностранном сайте я наткнулся на рекламу покрышек Mitas. Как сейчас помню, это был такой каталог, там были представлены фотографии BMW GS на резине Mitas E10. Я тогда загорелся этой резиной, но в России у нас ее не было вообще. Нигде она не продавалась. Но мне так жутко захотелось эти покрышки, что я написал непосредственно в представительство Mitas Россия с просьбой о том, чтобы они привезли мне, продали, подарили покрышки Mitas, потому что нигде они не продаются в России, а мне очень хочется. Я, конечно, не рассчитывал на то, что прям представительство Mitas Россия мне ответит, потому что, что такое один комплект резины для такой мощной фирмы. Но, тем не менее, со мной связался отдел продаж и пообещал мне такие покрышки. Были привезены в Россию 2 колеса специально для меня, мне их передали. И после этого я подружился с представительством Mitas Россия и позже стал их представителем на Северном Кавказе, продавал их резину. Мне посчастливилось в 2013 году попасть на завод Mitas, который находится в Чехии, в городе Злин. Я не только смог познакомиться со всей продукцией, которую производит завод, но еще и имел возможность пройти небольшое обучение, посмотреть именно все технологические процессы для моего собственного понимания, так как мне хотелось людям рассказывать о резине немножко больше, чем просто эта модель, столько-то стоит, забирай. 2-3 года я занимался этим направлением, а позже, где-то в 2015 году, по определенному стечению обстоятельств, я перестал заниматься покрышками Mitas. Ну а сегодня ситуация поменялась. Во-первых, мои друзья вернулись в эту тему и предлагают снова мне заниматься. А во-вторых, вы знаете, что в последнее время я довольно-таки активно веду свой канал Moto Maximus. И мне бы хотелось, чтобы на моем канале было направление, связанное еще с освещением именно моторезины, так как я немного соображаю в этом направлении. Я долго был в этой теме. Мне хочется показывать вам, рассказывать. Плюс ко всему, я знаю, что когда ты занимаешься плотно покрышками, компании готовы предоставлять какие-то топовые модели, брендовые модели на обзоры. Мы будем брать эту резину на обзоры, будем ее тестить, будем катать и, соответственно, сможем давать какие-то оценки по тому, какая покрышка лучше, какая хуже. Также мне бы хотелось, чтобы здесь у нас на Ковминводах у вас всегда была возможность приехать и именно выбрать резину не из 2-3 моделей, а чтобы, как минимум 10-15 разных моделей было, и вы смогли подобрать те покрышки, которые нужны именно вам. Я прекрасно понимаю, что я один на своем мотоцикле, я не так много езжу, и я не смогу откатать все покрышки. Поэтому я буду привлекать кого-то из близких друзей, кто тоже катается на эндуро. Буду привлекать к этой теме, буду давать им колеса на обзор, те модели, которые интересны вам. Они будут их катать, мы будем все это снимать. И вы сможете получить не только мое мнение, но еще мнение определенного круга людей,
которые так же, как и я, в эндуро теме. Потому что я прекрасно понимаю, что мое мнение субъективно. Я, скажем так, не новичок, но я и не спортсмен, я не катаюсь по харду, у меня такая золотая середина. Поэтому, да, возможно, тем, кто катается более в жестких условиях, чем я, мое мнение там, не сильно интересно, им нужно мнение каких-то людей, которые более серьезно катают. Мы будем находить таких ребят, давать им колеса, чтобы они тоже давали свои отзывы. И еще один приятный бонус. Дело в том, что мои друзья, с которыми я сейчас буду заниматься этим направлением, они также рассматривают другие направления, связанные с моторезиной. В частности, вот буквально недавно на выставке «Мотовесна» 2021 года, которая проходила в Москве, кто был, вы, возможно, обратили внимание, что там был стенд компании Anlas. Это турецкий производитель моторезины. Я сам о нем раньше не слышал, узнал о нем буквально вот в этом году. Дело в том, что они уже много лет производят довольно-таки качественную и недорогую, относительно недорогую резину, моторезину, и поставляют ее на европейский рынок. Я полазил по Ютубу, посмотрел, есть куча обзоров уже на английском языке. Европейцы катаются на этой резине, она им нравится, есть определенные отзывы. Причем компания Anlas производит весь спектр мотопокрышек, начиная от покрышек для легких эндуро мотоциклов и заканчивая покрышками для спортбайков. В данный момент ведутся переговоры с компанией Anlas по поводу их представительства в России, по поводу того, чтобы компания моих друзей могла с ними работать напрямую, чтобы цены были хорошие. Ну а я получил возможность первым в России протестировать их покрышки. Ну, может быть, не самым первым, но одним из первых. Дело в том, что компания Anlas уже предоставила 4 модели покрышек на обзор. Сегодня я заберу эти колеса, и в ближайшее время они будут установлены на мотоциклы. Там разные колеса. Они будут установлены на мотоциклы моих друзей. И в сезоне 2021 года мы активно будем их тестировать. Еще не готов пока оперировать названиями этих колес и типа размерами, потому что сам еще в руках их не держал, вот только-только сегодня возьму. В общем, вот такая интересная новинка. Компания Anlas. 4 комплекта покрышек буквально через пару часов окажутся в моих руках. И в ближайшее время мы будем их тестировать. Поэтому, друзья, концентрируюсь на дороге, еду к моему товарищу. Сейчас мы буквально в ближайшее время окажемся у него, загрузим все колеса ко мне в прицеп, и буквально уже через пару дней вы сможете интересующие модели Митоса купить у меня в Кисловодске. Ну и давайте для того, чтобы нам было более удобно общаться, если у вас есть какая-то потребность в тех или иных покрышках, я не всегда могу взять телефон и поговорить, но я всегда практически могу ответить на WhatsApp. Вы пишите мне на WhatsApp: привет, говорите, как вас зовут, чтобы мы могли общаться, как меня зовут, вы знаете. И пишите, что вам нужны там такие-то колеса, такая-то модель резины, в таком-то размере, такое-то количество штук. В ответ я вам напишу там, в течение часа, 2, как у меня будет возможность. Я вам напишу, есть ли у меня в наличии такие покрышки, и сразу же напишу цену. По поводу цены. Я не собираюсь занижать цену до безумия, чтобы перебить торговлю там, магазинам, которые у нас есть, или ребятам, которые тоже занимаются моторезиной. Я не преследую такие цели, не хочу кому-то мешать вести бизнес. По цене сразу скажу так. Вот если вас интересует какая-то конкретная модель Митоса, вы вбиваете ее в интернет, и по сути вам сразу там, на 2-3 сайтах вы увидите приблизительно среднюю цену. Да? Там, грубо говоря, цена сейчас усредненная везде, и, грубо говоря, если вы вбиваете там Митос C02, предположим, там, в размере 120 на 18, вам интернет сразу покажет, что эта покрышка стоит там 5500 рублей, или 6000 рублей, или 6500 рублей. Вот, грубо говоря, какую среднюю цену вы в интернете увидели, такая же цена будет и у меня. Я не буду ее завышать, как делают некоторые магазины.
Ну и не буду ее занижать, потому что у меня есть определенные обязательства перед компанией Mitas. Ну, на рынке себя так вести нельзя, и демпинговать ценами нельзя, иначе я просто-напросто перебью работу своим коллегам по мотоцеху, я считаю это неправильно. Поэтому пишите мне в WhatsApp, я говорю, есть ли у меня такая резина, и мы с вами договариваемся, где вы ее сможете забрать. Вот, по сути, и весь механизм нашего с вами взаимодействия. В общем, знаете, какая нужна покрышка, пишите конкретно ее, я вам говорю, есть она у меня или нет. А если не знаете вообще ничего, то, соответственно, пишите свой типоразмер, мы вам что-то подберем. Ну и давайте побыстрее уже доедем до колес, загрузим их в прицеп и помчимся домой. Внизу жду ваши комментарии по поводу всего вышесказанного. Мчим в Краснодар. Прибыл, значит, travel-блогер наш. Всея Крым, всея КРВ, всея РФ. Всея Руси. Будьте здрасте, проходите. Сейчас. Колеса, которых нет в России. Кстати, почему она вот Okay, all right. зимние? Вот еще, это Ну что, все, друзья, полна коробочка. Первая партия Митаса уезжает в Кисловодск. Это, кстати, Владимир, тот, о котором я вам говорил. Тоже, кстати, кисловодчанин. Все нормальные пацаны с Кисловодска. В общем, все будет так, как я рассказывал. Будет склад в Кисловодске по Митасу и будет склад в Краснодаре. Наверное, координаты Вовы я оставляю в описании. С ним тоже сможете связаться. Это Митас, всем вам знакомый. А там в глубине прицепа Анлас. Так что ждите новых обзоров. А я поехал домой. Add it up.